Это памятник комарам? Всем привет! Вы на канале Рукавешка, канале про путешествия, историю и культуру. И мы продолжаем большое путешествие по Европе и Балканам. Я приехал в город Сегед на самом юге Венгрии, на границе с Сербией. Это город, который был буквально стерт с лица земли наводнением за одну ночь. Он исчез, а император Франц Иосиф пообещал отстроить его заново, сделав красивее, чем прежде. И теперь Сегед — это архитектурная капсула времени. Здесь имперский размах Австро-Венгрии сплелся с утонченной поэзией модерна. Сегодня я прогуляюсь по улицам этого небольшого, но красивого города. Я пройдусь по залам имперского вокзала, который когда-то принимал легендарный Восточный экспресс. Мы посмотрим на творчество венгерского Гауди, чья жизнь трагически оборвалась в возрасте всего 35 лет. Я расскажу, как именно здесь, в лабораториях Сегеда, из обычной паприки был впервые в мире добыт витамин С, как он принес Венгрии Нобелевскую премию и навсегда изменил ход нашей истории. Я посмотрю, как выглядит город сейчас, со всеми его плюсами и недостатками, и многое-многое другое. Могу сказать точно, таких уникальных городов, отстроенных целиком всего где-то за примерно 20 лет, на планете просто нет. Это Сегед, город, восставший из воды. Расширенная версия этого и других видео доступна для спонсоров канала на Бусти и спонсорстве YouTube. Там же выходят эксклюзивные видео, например, из Барселоны и Дрездена. Ну что ж, начинаем нашу прогулку. Как пройти в библиотеку? В 3 часа ночи. Кеярат, Беярат. Что из этого вход? То, от чего я давно отвык. Часы, которые идут точно. Если вас не смущают бомжи на лавках, которые рядом лежат, то, в общем, хорошее место. У меня не осталось приличных слов. Блин, ему прям очень необходим ремонт. Ой-ой-ой. Вот так должно выглядеть благоустройство. Ну, в общем, все люди с нормальным чувством юмора уже отписались. Продолжаем. Не успели выйти. Бывает. Ну что, всем привет из Сегеда. Я надеюсь, что до Будапешта я поеду не на вот таком вот поезде, иначе я сдохну. Сейчас в Европе стоят самые просто адические погоды, поэтому не хотелось бы, конечно, спечься вот здесь вот. Ну, хотя бы форточки открываются нормально, да, вниз. Она хотя бы продуваться будет, а не вот эта вот, которая под углом обычно. Ладно, пойдемте, я в городе Сегед. Пойдемте его смотреть. Как я люблю говорить, город начинается с вокзала. Город начинается с вокзала и с прекрасной женщины в белой шляпке. Слышите это объявление? Надеюсь, что слышите. Ни одной буквы непонятно. Сейчас была забавная ситуация, когда я проходил погранконтроль, и зашел пограничник и начал говорить... зашел контролер и начал говорить на венгерском, без какого-либо перевода на сербский хотя бы. Да, даже про английский-то я молчу, фиг ты с ним, с этим английским, кому он тут нужен. Просто по умолчанию чисто на венгерском что-то сказал, я такой, ну окей, по интонации я, пожалуй, наверное, пойму, что ты имеешь в виду. И я понял, да, надо было предъявить билет просто. Город начинается с вокзала, и, пожалуй, этот вокзал очень крутой. Вы посмотрите, какая красота. О, английский язык начался. Дефибриллятор обязательно везде. Вы, конечно, можете со мной не согласиться, глядя вот на это, но мне он напоминает Выборгский вокзал в Петербурге. Если бы на Выборгский вокзал можно было нормально пройти. Вот так вот. Да, если бы там не перекрыли все, что можно этими рамками дурацкими, и оставили один какой-то маленький входик где-то слева. Сейчас, конечно, может, все изменилось, но я сильно в этом сомневаюсь. Такая же лестница, видите, к перронам. Перроны наверху, город внизу. Так, что тут у нас по расписанию? Я сейчас попробую как-то это здание, конечно, отойти от него, чтобы снять его целиком. Здание офигительное просто. Вот, пока я пытаюсь найти, как мне отойти. Расскажу, значит, я приехал. Пересек границу. Это, пожалуй, на поезде самый лучший способ вообще пересечь границу. Я так понимаю, переходит тут везде, да?
Вообще самый лучший способ, потому что сейчас же ввели эти всякие биометрии, хронометрии внутри шенгенской зоны. И люди там часами в аэропортах стоят, пытаясь пройти эту биометрию. Это, наверное, переход, да, вот это желтенькое. Что значит? Можно ходить? Все ходят, ладно, пойду. А в поезде ты просто сидишь, не поднимая задницу, проходит пограничник, тебе снимает пальцы, фотоет твою рожу прекрасную, и, в общем-то, и все. Ну, согласитесь, это круто. Надеюсь, что я сейчас не на дороге стою. Вот за это мы Венгрию и любим. Ну, не только за это, конечно. Здание невероятнейшей красоты. На часах 9 утра встал я в 6, пойдемте искать кофе. И потом уже, я не знаю, наверное, сможем о чем-то беседовать, но сейчас у меня мозги вообще на бекрень. Ненавижу вставать так рано. Ненавижу вставать рано. И я даже когда работал в редакции, я, по-моему, самое раннее прибытие в редакцию у меня было в 10:30, и это было все равно больно. Вот, ну ладно, пойдемте. То, от чего я давно отвык. Часы, которые идут точно. Я что-то не помню, когда я последний раз в Сербии видел часы, которые хотя бы вообще шли. И даже если шли, то шли точно. А эти идут прям 9:07 сейчас. Вот, вообще потрясающе. Ну и какой-то чувак внизу. Полуголый марафонец. Да, венгерский стоит выучить только для того, чтобы на нем говорить. Никто тебя не поймет, но будет очень красиво. Как пройти библиотеку? В 3 часа ночи. Нашел время. Железная дорога пришла в Сегед еще в 1854 году, но оригинальное здание быстро перестало справляться с пассажиропотоком растущего города. Нынешнее роскошное здание вокзала было построено в 1902 году, в период Золотого века Австро-Венгерской империи. Проектировал здание Ференц Пфаф, главный архитектор венгерских железных дорог. Он создал десятки великолепных вокзалов по всей Австро-Венгрии, включая станции в Загребе, Братиславе, Риеке и Дебрецене. В 2006 году здание было бережно отреставрировано по оригинальным чертежам Пфафа, благодаря чему сегодня мы можем видеть его именно таким, каким его задумывали в начале 20 века. Вокзал возвели в элегантном стиле историзма. Он стал важным штрихом в масштабном восстановлении и модернизации Сегеда после великого наводнения 1879 года. О наводнении я расскажу чуть позже, когда мы подойдем к реке Тисе. Сегедский вокзал — единственное крупное вокзальное здание в Венгрии, где существует перепад высот в целый этаж между вестибюлем, уровнем улицы, и самими ЖД-путями. С 1883 по 1888 год через Сегед и еще через старую станцию проходил оригинальный маршрут Восточного экспресса Париж-Константинополь. Того самого Восточного экспресса, который навсегда вписала в историю Агата Кристи. Раньше пути от вокзала шли прямо на грандиозный железнодорожный мост через реку Тису, связывая Сегед с южными территориями империи. В 1944 году отступавшие немецкие войска взорвали этот мост. Его так и не восстановили. Из-за этого Сегедский вокзал из крупного транзитного хаба Австро-Венгрии превратился в тупиковую станцию. Сейчас активно обсуждаются проекты строительства нового моста, который должен вернуть вокзалу его историческую транзитную функцию. Ну что ж, поиски кафе, вернее кофе. Сзади остался вокзал. Вот просто удивительно, да? Чистая площадь перед вокзалом, нет бомжей. Они даже в России есть, их там гоняют, а они все равно есть. Всякие, или там, скажем, с московского вокзала выходишь, это же вообще ужас, там всякие зазывалы какие-то, просто цыгане, тебя пшмонают, выкрадут кошелек, там, это просто же ужас. Ну ладно, это Питер, это большой город. Мы все-таки на окраине Венгрии, видимо, сказывается. В Субботице тоже никого нет на вокзале. Так, водичка у меня еще есть вроде бы, в Спар не пойдем, пойдемте туда. Ну, к слову, старые некрасивые здания, заброшенные, полузаброшенные, здесь тоже встречаются. Я помню, что в Будапеште, в мой первый приезд, в общем-то, он меня довольно-таки даже сильно расстроил, этот город, потому что что-то все завешено рекламой, какие-то грязные здания, асфальт вот это с выбоинами. Еду я по выбоинам, из выбоин не выйду. Что-то, не знаю, я такой, ну, фиг его знает. Грязь, мусор везде валяется. Не впечатлился.
А сейчас вот по Сегеду иду и такой, да вообще как бы круто. Вообще хорошо. У нас была любовь, и теперь ремонт. Все в пылище. Ладно, пойду по велодорожке. Надеюсь, это был не асбест. Давно не выходили путешественнические ролики, да, как это, travel content, прогулочный контент на канале. Ну, я надеюсь, что постоянные помнят зрители. И для непостоянных я напомню, расскажу заново. Букурести. Это румынский, по-моему. Я бы мог снимать travel контент даже, наверное, ну, не каждую неделю из-за работы, но раз в 2 недели совершенно спокойно куда-нибудь гонять. В Сербии огромное количество мест, которые я не снял, не успел снять до того, как со мной приключилась история с сербскими военными, которые у меня отобрали камеру за то, что я там случайно какой-то сарай снял. Оказывается, в туристической зоне у них стоял военный сарай, который нельзя было снимать. 2 или 3 месяца я провел без камеры. Заплатил штраф ценой в эту камеру. И, в общем, меня настолько сильно эта история закусила. Ну, кто-то говорит, что могло быть и хуже, да, там какому-то белорусу, знакомому поляке в Польше влетели в квартиру за то, что он тоже там что-то снимал с дрона. И все конфисковали. Это понятно, всегда может быть хуже. Эта логика мне не нравится. Потому что, слава богу, ручки-ножки есть. Типа, остальное приложится. Нифига. Всегда надо стремиться к лучшему. Всегда надо отталкиваться, наоборот, от верхней точки, а не от нижней. Поэтому меня это сильно закусило. И я принял решение, что я не буду снимать никакого travel-контента в Сербии. Вообще. Ну, то есть я встречаюсь с экспертами, да, там, с Эльвирой Ибрагимовой мы вот снимали. Господи, какие же красивые тут чистые здания. Просто обалдеть. С Эльвирой Ибрагимовой мы вот снимали несколько выпусков и даже фильмов. Вот такой контент я буду снимать, да, какой-то документальный, исторический. Это, пожалуйста. Никакого travel-контента из Сербии не будет, к сожалению. Ну, наверное, для меня, к сожалению, всем-то остальным, в общем-то, наплевать, что за рукавешка и что он там снимает. Я не хочу. Я уже снимал из Сегеда, да, небольшой был фрагмент в ролике про путешествие по Европе. Там я говорил, что люди, которые приезжают первый раз, по-моему, я даже, по-моему, здесь и стоял, которые приезжают первый раз в Венгрию, они начинают фотать все надписи подряд, потому что это просто что-то с чем-то, невозможно непонятный язык. Бибор. Ну, к примеру, Биярат Нитва. Ну, Нитва — это открыто. Окей, это мы знаем. И люди ходят и просто офигевают, это что вообще за язык? Ну, повторюсь, я сейчас ехал, когда в поезде, там, в общем-то, никого не смущало говорить только на венгерском, и даже сербов. Поэтому дело привычки. Мой тренер по фитнесу говорит: я в школе учил венгерский, ничего сложного. Ну да, конечно. Один из сложнейших языков в мире, ничего сложного для тебя, конечно же, нет. В общем, город Сегед. Он чуть-чуть прямо, вот минимально, чуть побольше, чем Субботица, которая еще раньше называлась Сабатка, да, и была венгерским городом. Он чуть-чуть побольше, но при этом тут такие же дома вот стоят в Субботице, абсолютно. Но при этом вы посмотрите, что это у нас. Это вот это здесь находится. Вот. Висит флаг Евросоюза, флаг Венгрии. И вот просто где-то на улице с вокзала нас поджидает вот такая вот красота. Вот опять же. Идешь такой с вокзала кофе попить. Заодно в музей сходил. Так, вот можно переходить или нет? Наверное, можно, спасибо. Ну, типа, просто вот тут есть пешеходный, нарисованный знак стоит, а вот тут нет. Мне что делать? Обратно идти? Непонятно. Я хотел как-то с юмором это прокомментировать. Оставленный самокат посреди тротуара и отсутствие какого-либо человека рядом с ним. В общем, по-моему, самокатчики уже настолько всех задолбали,
что даже шутить про это уже как-то моветон, наверное. Ну, в общем, здесь самокаты есть. Наверное, они тут никому особо не мешают. Кстати, нужно будет проверить, есть ли самокаты. Ну, я, скорее всего, увижу в Будапеште. Мне просто интересно. В то время как весь мир начинает от этого отказываться, потому что людям хоть кол на голове тиши, да, они будут гонять черти как. Вот мне интересно, в Будапеште от этого отказались или там как-то все это зарегулировали. Посмотрим. А, в общем-то, мы вот сейчас выходим в центр. Здесь вот улица будет, которая таким полукругом идет. Там набережная Тисы, реки, ну, с которой связана, в общем-то, вся история нынешнего города. А это вот удивительное такое место. Оно мне прям поразило меня в первый раз, когда я здесь был. Называется «Врата героев». Ну, вот, во-первых, это как бы дом, да? Под ним едет трамвай. И я не знаю, там живут или нет. Наверное, нет. Скорее всего, это просто какое-то госучреждение. Но прикольно, да? Две маленькие арочки для пешеходов по бокам и большая для машин и трамваев. Вот оно. Там наверху написано «Порта Героем». Да? Героем. Врата героев. И когда здесь был первый раз, ой, какой вид прекрасный. Трамвай поехал. Когда я здесь был первый раз, я подумал, блин, это что-то советское. Ну, то есть, ощущение было полное, что это либо нарисовано в 90-е, да, когда оккупация СССР прекратилась, либо это что-то такое полусоветское, полуроссийское какое-то. Более того, я когда увидел вот этого солдата, вот этих двух солдатов, я такой, ну это точно поставили что-то там в память о Второй мировой. Нет, я был неправ. Внешний вид меня немножечко смутил, и мои, очевидно, пробелы в знании истории и культуры меня тоже немножечко подвели. Это никакого отношения не имеет ко Второй мировой, это имеет отношение к Первой мировой. Более того, это имеет настолько сильное отношение, настолько сильный антисоциалистический, коммунистический подтекст, что когда пришла советская оккупация, они все это закрасили. И несколько поколений людей ходили вот под этими арками, которые были просто серыми. Вы представляете, это все было замазано. И они миллиметр за миллиметром в 90-е, когда оккупация прекращалась, все это начали восстанавливать и восстановили только к нулевому году. То есть снова оно исторически, вот история вернула все на свои места. Ну, я сейчас в закадре более подробно расскажу, это, конечно, удивительная история. А потом пойдем пить кофе. Врата были возведены в 1937 году по проекту архитектора Морица Погани. Это монументальный памятник 12 тысячам солдат из Сегеда, которые погибли в Первой мировой войне. Своды ворот покрыты гигантской фреской площадью около 250 квадратных метров. Ее создал венгерский художник Вильмаш Аба Новак в 1936-1937 годах. За масштабность мышления и любовь к монументальной росписи его часто называли венгерским Микеланджело. Фрески разделены на темы «Суд Божий», «Прославление героев», «Ужасы войны» и «Возвращение к мирной жизни». После Второй мировой войны, когда к власти в Венгрии пришли коммунисты, фрески Аба Новака стали идеологически неприемлемыми. В 1945 году их закрасили, а позже полностью заштукатурили. Шедевр буквально стерли из городского пространства. Только после падения социализма в 90-х годах начался сложнейший процесс реставрации. Тонны штукатурки аккуратно снимали скальпелями. И быстрый совет тем, кто живет или собирается переехать в Сербию – это бесплатный бот по поиску жилья. Rental NS Bot сам мониторит сайты Facebook и Telegram, шлет объявления от собственников без риэлторов первыми. Ссылка в описании. Пользуйтесь, а главное, совершенно бесплатно. Ну, в общем, вон эта арка. Я свернул, получается, налево. Я карту, скорее всего, сделаю. Мне торопиться некуда. У меня канал как хобби.
нету какой-то жесткой привязки к сетке вещательной, поэтому я, наверное, нарисую карту, чтобы было понятнее. В общем, пойдемте налево от этой арки. Я сейчас предлагаю выпить кофе все-таки. Уже 9:40. Я 40 минут уже тут хожу. Предлагаю выпить кофе все-таки и сделать это во дворце. Когда-нибудь пили кофе во дворце? Я тоже не пил. Хотя, возможно, кто-то и пил. Вот, предлагаю сходить во дворец и пить кофе. Ну, пока АСМР что-то, да? АСМР, как называется? АСМР виды города. Оп, зеленый. Тут, между прочим, ездят троллейбусы. Троллейбусы, между прочим. Я надоел говорить слово «между прочим», но скажу его еще раз. Между прочим, делают тоже город гораздо уютней. В отличие от автобусов. Вот все, что угодно. Велорикши поставьте, только не автобусы. Я очень вас прошу. А вот тут прям такой кусочек Шанхая, не знаю. Такое белье сушится, такие пролеты прям. Гонконг. Так, все, Занчковский, не отвлекайся, иди ищи кафу. Кстати, сколько у нас сейчас? 9:40, на улице уже 31 градус. И пока я ехал, я читал новость, что на этой неделе, ну, я читал новости Сербии, естественно, но, в общем-то, по Европе все то же самое. На этой неделе будет самая жаркая погода. Я вообще очень везучий человек, что я выбрался, в самую жаркую погоду. В Воеводине обещают, где я живу, в Воеводине обещают 40 и выше. Это я когда был маленький, в баню ходил с дедушкой. Я вот на полу сидел в бане. Мне было жарко. И там был, скорее всего, где-то примерно 40. То есть сдохнуть можно вообще. Кошмар какой. Идешь такой, идешь, раз башня. Что это за церковь, я понятия не имею. Честно. Так. Я буду культурным туристом. Перейду вот там. Вот здесь перейду. Построена она была, скорее всего, после наводнения, которое город уничтожило. Но про это я расскажу ближе к концу видео. Ну, даже не скорее всего, а 90%, что точно была построена после наводнения. Ну, какая красота, боже мой. И все это центр, кстати. Ну, город маленький, поэтому здесь все, в общем-то, центр. Я посмотрел по Google картам, там чуть дальше отходишь, там уже какое-то подобие спального района из 3 домов и деревня. И все. Ну, в общем-то, примерно как и Субботица, да. Только в Субботице центр можно обойти именно по кругу. Минут, наверное, за 12. То есть, это прям совсем маленький город. Здесь все-таки разик так в 3, наверное, побольше центр. Ну, за полчаса мы его обходили, да, наверное, разик в 3. Сегет, что-то тут, что-то там. Ну, кстати, город чистый, а вот дизайн-кода этому городу не хватает. Такое здание, да, красивое. И вот что это такое? Вот что это? Пицца. Халяль-кебаб, какой-то. Во, вот и дворец. Сейчас я отойду от него немножечко в сторону, чтобы было понятно, о чем я говорю. Но это прям дворец. Вот он, вот он. Нет прямых линий, все как мы любим. В общем, кто смотрел мое видео из Субботицы, ловит сейчас знакомые вайбы венгерского ассоциациона. И можно было бы подумать, что это дворец Райхла. Или по-венгерски Райхля. В общем, там разные произношения. Но нет. Это дворец Рейок. Вот такое вот название. Вот эти вот все волнистые линии, цветочные мотивы, вот эта вот вся красота, это вот здесь вот, наверное, ну, если не самое крутое в этом плане здание, то уж точно очень показательное. И самое мне больше всего нравится, что фамилии вот здесь на Балканах и в Центральной Европе построил этот дворец, ну, архитектором был человек по фамилии Мадьяр. Ну, то есть венгр в переводе. Фан-факт, самая распространенная фамилия в Хорватии — хорват. Так вот, Эде Мадьяр. И это такой апогей местного модерна. Кстати, называют модерн, называют этот жанр, этот стиль ар-нуво венгерский, венгерский сецессион и венгерская сецессия. Божечки мои. В общем, модерн. Все, что
красивое, непонятное выбивается из стилистики, будем называть модерном. Это вот красивый, типичный представитель венгерского модерна, но я, пожалуй, о нем лучше расскажу в закадре, это будет гораздо более информативно и красиво. И похоже, что я действительно угадал, я в прошлый раз здесь был ресторан или кофейня, в общем, вот я сейчас пойду туда пить кофе. Я, конечно, может быть, идиот и не прав, но вот эти балкон мне напоминает балкон ящерицы в Барселоне. Ну, модерн, вот согласитесь, что-то общее везде есть. Природные формы вот эти. Если вокзал символизирует имперскую мощь, то дворец Рейок – это чистая визуальная поэзия венгерского модерна. Здание было построено в 1907 году по заказу Ивана Рейока, богатого землевладельца, инженера водного хозяйства. Профессия владельца как раз и определила весь облик здания. Фасад полностью посвящен водной стихии. Здесь почти нет прямых углов и строгих линий. Карнизы и эркеры изгибаются, имитируя речные волны. Проект создал 29-летний архитектор Эде Мадьяр. За его страсть к органическим текучим формам его прозвали венгерским Гауди. Судьба архитектора оказалась трагичной. Он застрелился в возрасте 35 лет. Несмотря на свой невероятный талант и востребованность, Мадьяр оказался плохим бизнесменом. Из-за ошибок в сметах и желания сделать все идеально, он погряз в огромных долгах и к 1912 году оказался на грани банкротства. Биографы также упоминают запутанную личную жизнь архитектора. В тот период он переживал тяжелый семейный кризис, который был связан с романом «На стороне». Также сохранились свидетельства, что архитектор страдал от серьезного заболевания. Часто упоминают проблемы с сердцем. Не выдержав давления долгов, разрушения семьи и болезни, Эде Мадьяр выстрелил себе в сердце. Но вернемся ко дворцу. Изначально это был роскошный доходный дом. На нижних этажах располагался ресторан, а на верхних просторные квартиры для семьи Рейок и состоятельных арендаторов. В 2007 году, к своему столетию, здание было полностью отреставрировано. Сегодня внутри находится региональный центр искусств, а бывшие роскошные квартиры теперь используются для выставок современного искусства. Во-первых, я уселся в офигенное желтое кресло. Это первое, что хочу сказать. Второе. Вот так ресторан, ну, я бы даже сказал, кафе внутри этого дворца выглядит. Я даже не знаю, что здесь комментировать. Находиться внутри такого помещения – это очень-очень круто. Помещение. Даже слово «помещение» к нему не очень подходит. Дурацкое слово «помещение». В общем, я заказал круассан, я заказал себе большое латте. Девушка, венгерка, говорила со мной на сербском. Русский и заказывает кофе у венгерки на сербском языке. Чудные времена. Вот так я хочу сказать. Венгерка, кстати, тоже дурацкое слово. Мне нравится больше сербское слово «маджарица». Мадьяр, скажи, по-сербски «маджарское». Маджарица. В общем, кофе я выпил, но я, к сожалению, был такой голодный, что не снял этот процесс. Поэтому вот вам немножечко круассанов и разных вкусностей. И мороженка. Мороженка получается 690 форинтов. Мой рекомендацион в любом случае, если вас не смущают бомжи на лавках, которые тут рядом лежат, то, в общем, хорошее место. Но произошла тупейшая ситуация, как обычно у меня бывает. Я забыл разменять, здесь же форинты. Я забыл разменять евро на форинты, короче, оплатил картой, а там нельзя ставить чаевые картой, там нет такой функции. Пойду найду менячницу, вот что я сейчас сделаю, да, обмен валюты. Разменяю свои евро, вернусь, отдам официантке чаевые, вот она офигеет, конечно, и пойду снимать дальше. Так, ну, в общем, в принципе, может быть, даже и по дороге я что-нибудь сниму, потому что менячница вроде как в той стороне. Антиквариум. Что у нас в антиквариуме? Все такое интересное и очень непонятное. Черчилль Больш. Селемес. Не знаю, что это. Абертенштейн. Готовим борщ, короче. Джейн Остин.
Джордж Орвелл. О, вот это вот. Ко времени книжка. О, там какой-то паровоз едет. Блин. Паровоз. На камере не видно будет. Там, короче, паровозик по улице херачит. Вон он завернул. А пошел бы в ту сторону. Мне туда и надо, собственно. Я бы его снял. Ну ладно. Вообще, конечно, образцово-показательные улицы. Причем, судя по состоянию некоторых домов, вот этот, например, такой обшарпаненький, это все-таки частные дома. Потому что у кого-то есть деньги содержать, у кого-то нет. Ну вот, смотрите, вот. Если вы не понимаете, почему я визжу, сейчас иду, посмотрите мой ролик из Субботицы. Особенно вторая его часть, где я пошел в похожий район, как это выглядит там. И потом вернитесь и посмотрите, как это выглядит здесь. Ну, единственное, конечно, очень большой минус – это отсутствие, он заворачивает паровозик, это отсутствие больших деревьев. Вот на этой улице, по которой мы с вами шли. Вот на этой улице очень круто, потому что здесь большие деревья. А на той, видимо, какая-то реставрация была, какие-то посадили милиписечки, которые вырастут там лет через 10. Я не понимаю, что мешает людям сажать сразу большие деревья. Ну, типа, оно абсолютно так же нормально приживется. Почему-то сажают все время маленькие. Ну, в общем, такая русская шутка сейчас будет. Пускай сажают хоть маленькие, хоть большие, лишь бы не людей. Ха! Паркомат нас не интересующий, потому что мы пешеходы. Посмотрите, какая красота. Ровненькая брусчаточка, плиточка собянинская, и вот машины по ней ездят. Красота же. Так, ладно, мне уже интересно, я не буду пока карту открывать. Памятники пошли какие-то. Памятник мальчику, который пьет воду. При этом вода не работает. Да? Не работает. Ну, в любом случае, из таких фонтанчиков пить нельзя, потому что из них пьют голуби. И птицы, и вообще все подряд. Там, дизентерию схватите, да и все. Вот этот забор мне что-то напоминает. Что-то такое из Нови Сада. Давайте-ка посмотрим. Да. Хоба. Знаете, что это? Люди, которые живут в Воеводине, в Сербии, ну и в Воеводине особенно, ну-ка скажите мне, что вам это напоминает в Нови Саде? Только в Нови Саде надо, конечно, почистить здание, оно там все в грязище, с налетом. Колгейт необходим. Это синагога. И да, я к ней шел, просто я как-то странно к ней пришел. Сейчас я от нее пока отвернусь, секундочку. Вот так должно выглядеть благоустройство маленьких улиц. Вот так. И никак иначе. Ну, возможно, еще иногда делают улицу такую петляющую для машин, чтобы не разгонялись. Но тут как бы одна колейка, да, тут, в общем-то, и не разгонишься особо. А идиоты, они по кривым улицам могут разогнаться, поэтому... Вот. Нависающие деревья, чистота. Все зеленое, все в плиточке, все прекрасно. Вот так оно должно выглядеть. Не, просто я почему бомблю, потому что в Нови Саде, в том же самом прекраснейшем, красивейшем городе, вот как та машина, да, стоит. Она стоит на правильном месте. Здесь бы все было в машинах вот так вот. Потому что пофиг. Те, кто смотрел мои видео со Светланой из Нови Сада, она искусствовед, и она как раз, мы с ней были ближе к концу видео возле синагоги, которую построил в Нови Саде Липот Баумхорн. Я тогда очень удивлялся, ну я в принципе и до этого знал, что он человек, который посвятил свою жизнь строительству синагог. Он их построил то ли 20 штук, то ли чуть больше. И это такой вот прям тоже венгерский сецессион, венгерский модерн. Увидя эту синагогу первый раз, ты никогда не ошибешься. Ну, вернее, ты такой, что-то мне это напоминает. Где-нибудь в другом месте, если увидишь. Точно, это Баумхорн. Вот она, сестра или брат синагог, да, той синагоги, которая находится в Нови Саде. В истории с Баумхорном мне, конечно, больше всего нравится то, что человек просто такой, я буду строить синагоги. Ну, типа, всю свою жизнь я буду строить синагоги. Это удивительно. Я не знаю даже, с чем это сравнить.
То есть я буду строить синагоги всю свою жизнь. Это похоже, как, я не знаю, я буду готовить гуляш всю свою жизнь. И есть только его. Не знаю, как вот с чем это сравнить. Но обычно же ты строишь разное. Ты там даже когда с работой на заводе сравнить это, что ли. Типа я гайки крутил 20 лет. Это тоже странно. В общем, удивительный человек. Этот Баумхорн. И синагоги у него, конечно, такие же удивительные, как и он сам. Эта синагога, она была построена перед Нови-Садской. То есть таким была, как это сказать, лебединой песней, дембельским аккордом. В общем, абсолютнейший шедевр. Он к этому шел всю свою жизнь, чтобы построить такое. Нови-Садская была построена следом. Ну, в общем, она опиралась на те же самые вещи, которые Баумхорн воплотил здесь. Попробую поснять ее с другой стороны. Скажите мне только честно, хотели бы вы вот так жить? Ну, это похоже на Петроградку, Черная речка, вот немецкие эти здания. Вот так вот раз. Живете, чистенькая улица с хорошим благоустройством. А напротив синагога, которая абсолютнейший шедевр. Тут даже свинг играют. Смотрите. Свинг, Джанго, Сегет, синагога. Ну, как и в Нови-Саде, как и, наверное, везде, кстати. Может быть, и в Будапеште. Да, мне кажется, в Будапеште то же самое. Проходят постоянно концерты. Вон тут даже расписание есть. 2 числа. Новая синагога. Уй, это новая. Уй, видок по-венгерски Нови-Сад, да. Уй, синагога. Что-то там. Орган-концерт. Вот это я понимаю. Ну, в общем, что-то прям постоянно. Смотрите. Прям концерт за концертом. Программа на август. Ticket prices 2500. Мне лень сейчас переводить это в евро или в динары. Поэтому я титром дам. Ticket price 2500. Причем, кстати, да, на английском, на венгерском, пожалуйста. Дресс-код. В синагоге есть дресс-код. Как и, кстати, в учреждениях Сербии государственных. То есть нельзя вот так приходить. И женщинам вот так нельзя приходить. То есть можно... Ну, кстати, в Сербии, по-моему, даже в таких нельзя приходить, которые, типа, закрывают колени, шорты. То есть вот только так. Даже вот. Ну, типа, вы как бы вступаете в синагогу. Это храм, в общем-то, по сути. Священное место. Одевайтесь, пожалуйста. Соответственно, улица Йосика. Ну что, хотели так жить? Я бы хотел. Ну, только здесь шумновато, мне кажется. Ну, наверняка где-нибудь вот за этим домом, куда-то туда дальше от центра, и вообще есть куча тихих улиц. Сейчас мы ее против солнца еще бахнем вот так вот. Вот какая красота. Ничего не видно. Либота Баумхорна заслуженно называют величайшим строителем синагог в Европе. За свою карьеру он спроектировал более 20 еврейских храмов по всей территории Австро-Венгрии. Несмотря на огромное наследие, именно новая синагога в Сегете считается абсолютной вершиной его творчества. Это 2-я по величине синагога в Венгрии и 4-я в мире. Фасад и интерьер здания — это сложный коктейль из римских колонн, готических окон, мавританских зубчатых арок и массивного византийского купола. Участие в создании синагоги принял и главный раввин Сегеда Иммануил Лев. Лев был не только богословом, но и ученым-ботаником. Он лично разрабатывал всю символику интерьера. Главный визуальный магнит интерьера — это невероятный стеклянный купол. Его расписывала мастерская Микши Рота, самого знаменитого венгерского художника-витражиста эпохи Сецессиона. Мужик что-то привез. Ну, в общем, вот синагога. Прекрасное, великолепное, шедевральное здание. Это как, не знаю, мне только с музыкой это сравнить. Да, там есть обычная музыка, а есть какой-нибудь Кинг Кримсон. Вот это вот Кинг Кримсон для меня. Ну что ж, мужику удачи. Ему очень тяжело на такой жаре там разгружать. Ну, а я пойду искать Exchange. Что-то я по карте смотрел, был миллиард. Прошел, ни одного не вижу. А еще мне нужно намазаться кремом от солнца, потому что кожа начинает гудеть просто от жары и от всего.
А это, скорее всего, чтобы я понимал, что написано, это, скорее всего, школа при синагоге. В Субботице это такая же есть. Даже здание похоже. В Субботице тоже красивейшая. Но это не Баумхорновская, это Якоб и Комар построили. Красивейшая синагога. Такая тоже сецессион. Нормально. Пропустил мужика на велосипеде. Тоже венгерский модерн такой весь в лепестках, в цветах, в листьях. А рядом стоит вот эта школа при синагоге. И она такая, ну, чуть-чуть украшена. Она типа красивая, но чтобы не выделяться на фоне старшего брата, такой типа, ну вот я и вот мой холоп рядом. Вот тут то же самое похоже. Ой, как тут хорошо, боже мой. Вот здесь хорошо прям. Даже в 30, сколько сейчас уже? 33. 33. Ну, то ли еще будет. Да, у Сегеда, конечно, удивительная история с этим наводнением. Сейчас мы дойдем уже скоро, я расскажу ее более подробно. Ну, в общем, современный Сегед, если в двух словах, пока мы идем, это город, который возник, вот именно вот вся вот эта вот красота, вот эта сецессия, модерн, вот это вот все историческое, красивое, куда приезжают смотреть туристы, его могло бы не быть, если бы не наводнение, которое стерло город с лица земли. Я бы хотел сказать, почти стерло. О, кстати, мишленовский ресторан. Тут, скорее всего, не курят, в отличие от Сербии. Я бы хотел сказать, что почти стерло, но, в общем, там осталось что-то 50 домов. В общем, это не считается, что почти. 50 домов, это как плевок такой остался просто, и все. И город полностью заново восстановили. И как раз, и построили. Как раз в то время стал появляться вот этот вот венгерский модерн. И город этим модерном и застроили. Так, о! А вот сюда я и шел. Ну-ка, ну-ка. Что за курс? 1 евро 366. Это много или мало? Ну, тут разница типа в 6 форинтов. Мне кажется, это вообще ни о чем. Ладно, поменяю здесь, наверное. В общем, я зашел, поменял деньги. Намазался еще кремом, надеюсь, его не особо видно. Давайте, коли я поменял деньги, поговорим с вами о венгерском модерне и о том, что такое красота, а что такое уродство. Сейчас я камеру разверну. Значит, поменял я деньги. И вот как выглядят венгерские деньги. Ну, к примеру, вот 10 тысяч форинтов. Во-первых, это красиво. Да? Вот это все оформление, вот эти вот все символы. Это красиво. Ну, даже если в общем брать, по частям не рассматривать, это красивая банкнота. Тизезер. 10 тысяч форинтов. Окей. А теперь то, с чего я поменял эти форинты. Давайте посмотрим на евро. Вот как выглядит евро. Что это за херня? Ну вот что это? Где? Я могу еще раз достать форинт, это будет красиво. Это что за херь? Почему основная валюта выглядит максимально убого? Тут я читал новость, не знаю, насколько она правда в наше нынешнее нейрослопное время, что нынешний новый, сменивший Орбана Мадьяр, сказал, что Венгрия будет стремиться в еврозону. В еврозоне нет ничего плохого. Это нормально, в общем. Это унификация и все такое. Так, а где там был ресторан, куда я ходил? По-моему, там. Это все нормально. Ну как вы можете поменять ваши красивейшие форинты вот на это убожество, которое еще в кошелек не залезает нормально? То есть обычная банкнота это такой 16:9, да, формат. А евро почему-то 4:3. И очень странно как-то это все выглядит. Короче, я к чему все это говорю? Я, может быть, на жаре немножко запинаюсь, но к чему я все это говорю? Евро – это супер уродливая купюра. Это просто, я не знаю, все ругали 2000 рублей, новую вот этот, в новом дизайне. Дескать, там шрифты от Microsoft, Word использовали, все такое. По сравнению с евро, она прям шедевр. Евро – это самая вообще уродливая валюта, которую я видел в своей жизни. Сейчас они пытаются ее изменить, птиц туда засунуть. Ну хорошо, птица это прекрасно. Но как бы это, во-первых, породило кучу мемов, что типа давайте-ка, дескать, вот такие банкноты сделаем, где
мигранты, значит, убегают от полиции в Испании, в Мадриде. По-моему, это очень смешно. В страны, где вот эти франки были у французов, да, страны, которые сменили свою национальную валюту на валюту, вот здесь я был в ресторане, на валюту евро, как будто бы потеряли частичку себя. Все-таки национальная валюта, ее же и рисуют, пишут художники, да, ее делают прежде всего художники, ее делают местные люди, которые понимают, которые вот в этом вот всем выросли и делают валюту соответственную вот этому вот всему. А евро это какой-то, я не знаю, настолько серо и прям, ну, не знаю, мне не нравится евро, вот честно. Именно дизайном. Идея унифицировать валюту, это крутая идея. Дизайну этой валюты, ну, что-то я не знаю. Кому там заплатили, кому отбашляли за такой дизайн? Кто наворовал? Ну-ка, расскажите мне. Так, совесть моя чиста. Как это, господи, я по-сербски могу сказать, по-английски. Бакшиш, типс, чаевые. Чаевые я отдал. Совесть моя чиста. Так, теперь надо найти... О, хумус-бар. Надо найти водичку, и можно двигаться дальше. А вот, кстати, традиция, которая... Я думал, это сербская традиция. Выставляют школы, всякие ПТУ, институты, своих учеников фотографии в стеклах. Они везде стоят. В кафешках, в ТЦ, где угодно. Я думал, это сербская традиция. Здесь тоже такая, видите. То есть буквально ученики школы, вот они все сфотались, им сделали большой коллаж. И ты ходишь там, все лето на них смотришь. Какие молодцы. Продолжаем двигаться по Сегеду. Конечно же, блин, по солнечной стороне. По какой же еще я должен был, блин, пойти? Не, нифига, все, я перехожу в тень. Неважно, есть вот пешеходный переход, нет, я перехожу в тень. Воду так и не нашли. Неужели Сегед это такой город, где проклятие центра существует? Заключается оно в том, что ты не сможешь в центре найти нормальный продуктовый магазин. Фу, а вода прям нужна. Я прям последнюю допил, и мне уже прям сушит. Бисторант. Вы когда-нибудь видели бисторант? Я знаю бистро и ресторан. Бистро, ресторан, вайн-бар. Ага, вайн-бар, значит. Бисторант. Забавно. Совсем-совсем центра. Сюда мы, наверное, вернемся, когда я найду воду. Если я не найду, мы никуда не вернемся. Так. Ну да, как будто бы я иду в направлении правильном, но как бы воды-то мне это не дает. Извините, мужики. Ну, кстати, старые трамвайчики. У нас же такие же ходят, похожие, машки. Так у нас они, конечно, нифига не отреконструированные. Хотя и ходят и несколько реконструированных, я помню. Но они обычно гремят, как сатана. А этот ничего такой проехал. Ну, гирос. Ну-ка. Тарелка гироса. 2000. Ой, слушайте, дешевле, чем в субботице стоит. Нормально. О, троллейбусик красивый. Троллейбус хорошо. В общем, я посмотрел по карте. Вода... Ну, не вода, а магазин вроде как какой-то Спар или что-то такое. Где-то впереди вот там должен быть. Здесь пекарня, пекшек. А в пекарне стоят какие-то выпускники какой-то школы или института, или какой-то технари какие-нибудь. Spotify, by the class. И название на венгерском. Естественно, которое я не смогу никогда в жизни прочитать. Райффайзенбанк. Я тебя рад видеть, конечно, мой банк. Но не от всей души. Что называется. Да что ж такое. Ликер я вижу. Вон там вот в этом здании ликер стор. А вода стор у вас есть? Вон вижу. Логотип Спара вон висит. Все, нам туда. Объявление о ремонте дороги. Вот хоть убейте, я здесь читаю ути-пути. Не могу. Утопитишь. Утопитишь. Да. Я читаю ути-пути. В общем, купил я воду. Теплую. Потому что ангину не хочется себе подхватить. Пьешь типа холодную воду, жадно глотая, а потом садишься в поезд под кондиционер. И зарабатываешь себе воспаление легких. Вообще, кстати, говорят, что типа надо теплую пить воду. Там, чаи всякие гонять в жару и прочее. А не вот это вот то, что мы привыкли.
Ладно, пойдемте к моему любимке Ференцу Райхлу. Как раз он, вот здесь надо будет перейти и через парк пройти. Мне пойти за девушками, интересно? Можно пойти за девушками? Я хочу пойти за девушками. Девушки, стойте. Я за вами. Вы тут так переходите, уверен. Я вот за вами пойду. Такой этот сталкинг с камерой. Прекрасно. Сам бы не догадался. Ну, вернее, не увидел бы. В парке тоже хорошо. Ну, кстати, вот по парку и не скажешь, что типа город ухоженный. Парк как парк. Драненький асфальт, бичи на лавках. Как их правильно назвать? Бездомные, чтобы никого не обидеть. Бич — это питерское слово, так что прошу меня сильно не ругать. Хотя, если ругать, то сильно. В Ютубе обычно так делается. Ну, в общем, можете ругать. В этом парке тоже куча всего интересного, на чем можно было бы остановиться. Но мне кажется, что каким бы город маленьким не был, из него можно снять как минимум видосов 10. Вообще легко. И просто останавливаться на каждой скульптуре, если, да, то я никогда не дойду до Ференца Райхла. А я хочу дойти до Ференца Райхла, потому что в Субботице мне очень нравится его шедевральный дворец. Почему, кстати, у всего общественного транспорта в Венгрии сине-желтая расцветка? Кто-нибудь знает? Поезда у них сине-желтые, трамваи у них сине-желтые. Ну, здесь, во всяком случае. В Будапеште они просто желтые. Очень интересная расцветка. Тоже красивая улица относительно. Но она такая, кстати, вот уже чем дальше от вокзала, тем становится асфальтик-то все менее и менее ухоженным. Ну, это такие придирочки в рамках шуточки. Да, видите. Ну, не может же все быть идеально выверено, как глазурь на торте, правильно? Ну, все всегда нуждается в ремонте. И вот, например, напротив его делают. Просто уже иногда смотришь какого-нибудь урбаниста. Я, кстати, не позиционирую себя как урбанист ни в коем случае. У меня даже как никакого образования профильного нет. Я просто люблю красивые вещи. Какой двор интересный. Такой прямо, это уже не венгерский модерн, а какой-то соцмодернизм. Смотрите, какая красота. Я отвлекся от своей мысли, но вроде как я ее даже выразил. До конца даже фактически. Слушайте, нифига себе. О, это прям, да, соцмодернизм такой. Кругленькие окна. Просто ты идешь такой, типа, у тебя вот там вот 19 век. Заглядываешь, здесь вот, здравствуйте, пожалуйста, товарищ Тито. Ну, в случае с Венгрией это, конечно, не товарищ Тито, это товарищ Сталин. Так, о чем я? А, да, у меня даже никакого профильного образования нет. Я просто вижу, типа, вот это красиво, это некрасиво. Есть там какое-то искусствоведческое, знаете, зачатки минимальные, но исключительно в рамках эстетики, так сказать. Так, а вот и оно. Да, да. Вот оно. Ё-моё. Да, ему тоже необходим ремонт, конечно. Блин, ему прям очень необходим ремонт. Ой-ой-ой-ой. Я же не ошибся, это же он. Давайте-ка найдем какую-нибудь надпись. А, я вижу только тут все какие-то заброшенные штуки. Блин. Привет. Галерея Пуш. Пуш-галерея, я так понимаю, закрылась еще в прошлом веке. Эти старые двери коммунистические. Блин, а что за фигня? Ну, это он. А он даже работает, вон девчонки куда-то рвутся. Позвонили кому-то, сейчас он дверь откроет. Ой-ой-ой-ой-ой, что ж вы так гров в палату-то, а? Начал за здравие ролик, а в середине пошло за упокой. А чё ж так все плохо-то? Что произошло? Произошла смена режима, так она давно произошла. Девчонки вон там ломятся, там что-то работает. Вон тут даже вот эта сигнализация работает. Но все равно, смотрите, какая красота, да? Какая невероятная красотища. Это
только в Венгрии. Вот если за испанским модерном, который только в Испании, в частности в Каталонии, надо ехать в Каталонию, да, в Барселону, то за венгерским модерном, соответственно, только, в Венгрию. Это никто не повторял такое. Это ж, ой, как лепо. Но очень обидно за состояние здания. Причем, смотрите, даже какой-то крюк тут висит, который что-то сдерживает. Вот. А что он сдерживает? Какой-то там небосвод он держит, как Атлант. Блин. И еще и грязное такое, исписанное все. Это здание, его просто бросили. Не, я вот ругал Субботицу в начале ролика за некоторые вещи. Но такого в Субботице я даже не видел. Причем это квартиры, вон, видите? Здесь живут, Габр вон живет. У нас сосед Габр. Это жилой дом. Ну, то есть я, кажется, врубился. Это жилой дом. Внизу это отдано частникам. Какие-то частники пустуют. При том, что, кстати, окна не разбиты, стекла, все, в общем-то, нормально. Там только наверху он разбито. Ну, да, вот там палка сдвинулась. Все вот это вот. Какие-то частники вот здесь вот закрыты на лопату, но им позвонили и туда вошли. Ну и выглядит более-менее, да, внизу хотя бы помыто. Наверху там, конечно, жесть от сатана, но внизу помыто. А наверху, я так понимаю, это отдано под квартиры. И у жильцов денег нет. В общем, да, я здесь с этим столкнулся. Нам надо сейчас дом реконструировать, в котором мы живем. И как это называется? Ну, короче, местный ЖКХ, компания, которая управляет домом, она будет брать кредит у государства. Ну, там под какие-то смешные проценты, но все равно кредит, чтобы починить наш дом. А наш дом не такой. У нас обычный хрущ югославский. Это дворец. Это палата называется. Палота по-венгерски. И его отреконструировать, скорее всего, просто нереальных денег стоит. И, скорее всего, это еще все охраняется. Ну, не скорее всего, а точно это все охраняется государством. И там какие-нибудь комиссии наверняка не в рот компотовые. Не в плане денег, а в плане того, что будут приходить люди, которые будут все это замерять, измерять, комиссии, в смысле, из людей, которые будут говорить, имеете вы право вот это здесь делать или не имеете. Здание было построено в 1912-1913 годах по заказу Арпада Мартона Грофа, главного прокурора Сегеда. Он задумал возвести роскошный доходный дом для городских чиновников. На первом этаже располагались адвокатские конторы, а выше просторные квартиры. Райхель перенес в Сегед те же блестящие идеи, которые реализовал в своем доме в Субботице. Главное украшение здания – потрясающая золотая, синяя и желтая мозаика с восточными и фольклорными мотивами. Внутри сохранились оригинальные лестницы и богатая лепнина. Дворец Грофа сегодня это обычный жилой многоквартирный дом. Из 16 квартир лишь малая часть находится в частной собственности. Подавляющее большинство принадлежит городу. В 2006 году дворец получил статус охраняемого памятника культуры, а это значит, что любую мелочь, вплоть до покраски стены, нужно согласовывать с управлением по охране культурного наследия. Чтобы отреставрировать такой фасад с использованием оригинальной мозаики и аутентичных строительных смесей, требуются колоссальные суммы. Обычным жильцам и городской управляющей компании такие расходы просто не по карману. В 2013-2014 годах, благодаря совместному гранту Евросоюза, выделенному Сегеду и Субботице, удалось профинансировать хотя бы замену кровли. Для этого на знаменитой фабрике Жолнай по старым формам заново отливали аутентичную коньковую черепицу. Это спасло дом от протечек, но до реставрации самого фасада дело так и не дошло. Школа какая-то, школа. Там какие-то курсы, скорее всего. Блин, очень обидно. Вот за это здание мне обиднее всего. Потому что вот где мы ели в кафешке, в буфете, да, вот как она называется, цукразда, посластичарница по-сербски, цукразда по-венгерски, я по-русски забыл. Господи, вот же ж. Ну, короче, вы поняли. Где булочки продают, всякие пирожные и кофе. Как оно по-русски называется? Господи боже. Кулинария? Не кулинария. Ну, короче, там все было хорошо в этом дворце, да, он прямо в центре. А этот, видите, здесь еще дом такой стоит рядом.
спального вида, да, это такая, ну, тоже хрущ. И вот дворец прямо вот боком в него входит вот здесь вот. Это уже такой полуспальный район, я так понимаю. И почему-то... Вот я в закадре это, скорее всего, скажу. Я найду информацию, но пока я иду и гадаю, почему так произошло. Скорее всего, да, из-за того, что частникам под квартиры это отдали. Ну, как когда-то в Питере, да, под коммуналки все это расселяли. Большие, огромные квартиры, где жили люди с хорошим достатком. Располовинили, восьмеринили, да, все это разделили между пролетариями, и во что оно превратилось, и как оно выглядит сейчас. Вот у меня стойкое ощущение, что здесь произошло с этим дворцом то же самое. Ну, должны же быть какие-то государственные дотации на это, да, но это же ваше наследие, причем не такое старое. В общем-то, блин, оно прям вообще не старое. Но какой-то тяжелый след истории на нем вот остался. И каких-то, может быть, неправильных решений принятых. Двигаемся от того, что раньше было дворцом. Я, конечно, долго еще буду в себя приходить. К Дунаю, господи, к Тисе двигаемся. К какому Дунаю? И вот хочу сказать про такие вот магазинчики. Если вы в Венгрии видите вот такой вот 18, и там закрыты окна, да, обычно там еще окна бывают, и их так тоже зафигачивают. Это, короче, бухлишка и сигареты. Ну, причем там бывают прям не как для синеботов магазин, да, где там Балтика-тройка стоит, какая-нибудь охота крепкая, еще что-нибудь такое, и шкалики с водкой. Нет, там бывают прям, ну, егермейстеры, всякие разные виды. То есть хороший магазин с алкоголем. Просто он так вот помечается, чтобы дети в него не заходили. Не знаю, правильно это или нет, потому что запретный плод сладок, как известно. А это прям сильно выделяется на фоне остальных магазинов. Но в любом случае воспитанием занимаются родители, а не магазин. Так что имеет место быть. Просто такая вот забавная культурная особенность. Культурно-правовая. Ну и вот Тиса. Сейчас такие жарищи, что она, по-моему, тоже обмелела. Читал и видел, что и в Будапеште, и в Белграде, и в Нови Саде Дунай обмелел. Всплыли корабли времен Второй мировой войны. То есть настолько обмелел, что показалось прям дно, которое прям было глубоко. Слушайте, ну да, как будто бы обмелел. Но не сильно, кстати. Вот они вроде там нормальный берег. Был на этом берегу один раз, не очень помню. Ну, в общем, Тиса, да. Она и житница, и здравница, как в «Кавказской пленнице» говорили. Но еще и вполне себе такая природная вещь, которая может тебя просто поглотить в секунду. С рекой Тиса связан главный вообще поворот в истории города Сегед. И давайте, пожалуй, сейчас настало время для небольшого познавательного закадра. Увидимся секунд через 30 на этом же месте. Великое наводнение 1879 года – это так называемый нулевой километр современного города. Трагедия произошла в ночь на 12 марта. Река Тиса, прорвав защитные дамбы, всей своей мощью обрушилась на спящий город. Последствия были чудовищными. Вода затопила улицы на уровень до 3 метров. Из почти 5800 домов в городе уцелело менее 300. Несмотря на то, что город был буквально стерт с лица земли за одну ночь, число жертв оказалось поразительно небольшим – около 165 человек. Местных жителей спасли лодки и крыши немногих устоявших каменных строений. Спустя всего несколько дней после катастрофы в затопленный город на лодке прибыл сам император Австро-Венгрии Франц Иосиф I. Осматривая бескрайнее водное пространство на месте улиц, он произнес знаменитую фразу, которая стала девизом Возрождения: «Сегед будет красивее, чем был». Император сдержал слово, и восстановление города превратилось в престижный мегапроект для всей империи. Деньги на спасение и перестройку собирала вся Европа. Да какая Европа, весь мир! Задачу спроектировать новый Сегед поручили выдающемуся инженеру Лайошу Лехнеру, который глубоко вдохновлялся масштабной перестройкой Парижа бароном Османом. Поскольку весь новый город отстраивался практически с нуля в течение пары десятилетий, Сегед получил удивительно целостный гармоничный облик, без хаотичной исторической застройки. Кто-то сидел, устал сидеть и улетел. Ботинки остались. Или испарился на солнце. Непонятная история. Темная сторона города Сегед. К нему присоединился Анатолий. Только рюкзак остался. Как так? Ну, в общем, все люди с нормальным чувством юмора уже отписались. Продолжаем.
Такая скамейка здоровья у нас здесь. Пробка из-под водочки явно. Крышечки, сигареты. Самое то на жаре. Тренируем сердечно-сосудистую систему. А вот так и надо тренировать на самом деле. Хотя по жаре бегать мне тоже кажется это лишнее. Ну, у каждого свои. В общем-то, в этом климате люди, наверное, нормально. Не уверен. Мост через Тису. Вот там уже начинаются деревни. Там какой-то еще спальник вроде бы находится. Ну, такой маленький-маленький. И все. Сейчас Толик понял, что не намазал солнцезащитным кремом грудь. И очень зря. Ха! Я сейчас сделаю паузу и намажу. Смотрите. Задница мамонта. Ну-ка, пойдем туда. Иду я, в общем, вот в здание с таким вот названием. Смотрю, Пикассо написано. Пикассо. Какой манер произносить, как Райхл и Райхель. В общем, что-то тут, какая-то выставка. Тут же стоит мамонт, и издалека доносятся крики каких-то животных, как будто кого-то режут. Это очень эклектично выглядит. Вот эта выставка, видимо, наших древних предков. Тут же фотография Пикассо, и тут же мамонт. Все лучшее сразу. Причем жарище стоит адское. Здесь не дерется ничего. Какой путь выберешь ты? Мамонт или Пикассо? Мамонт или Пикассо? Я бы выбрал фонтан в данной ситуации. На той стороне моста вон пляж. И мне казалось, что в такую погоду он должен быть прям полностью заполнен людьми. А я там вижу типа 4 человек. Ну, воды. 5. Очень странно как-то это выглядит. Где все-то? На работе? Кстати, интересно, а чем вот живет этот город? Ну, кроме того, что приходит там, например, из центра, так назовем, да, то есть общерегиональные бюджеты. А региональный бюджет из чего состоит? Кроме туризма. Не может же он состоять только из туризма. Город выглядит хорошо. Очень хорошо, очень ухоженно. Забудем пока историю про дворец, который построил Райхель. Это очень обидная история. Забудем пока про нее. Вот если ее не брать в расчет, то все выглядит очень хорошо. Откуда деньги, Лебовски? То есть айтишникам тут жить, ну, если тебе не надо кататься никуда в Будапешт, и тебе достаточно, то нормально. Какие-нибудь удаленщики, да, например. Но если человек живет, например, работает частично на удаленке, частично в офисе, например, в Будапеште, это не вариант, до Будапешта долго ехать. Из чего состоит бюджет? Я, конечно, могу спросить у Gemini, и я, скорее всего, это сделаю, потому что мне интересно. Но вот такой город на самом краю Венгрии, это самый южный город, самый удаленный, выглядит просто как конфеточка. Откуда деньги? Вот мне интересно. Как говорится, много я чего видел, но такого еще, конечно же, не видел. Это памятник комарам? Смотрите, это же комары. Кто по-венгерски понимает, кому памятник? Ну это явно комар. Фу, он такой здоровый еще, прям противно. Памятник, блин, комарам. У воды. Ну, блин, понятно, конечно. Эти герои тоже внесли свой вклад в историю города. Даже, можно сказать, антигерои, да? Есть же понятие антигероя. Вот комары — это явно антигерои. Не, слушайте, я ошибся, люди есть. Ну, прям не полный пляж. Ну, то есть сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Около 15 человек. Это мало. Ну, пляж пустой. Я вот уверен на 250 тысяч миллионов %, что в Нови Саде сейчас просто яблоку негде упасть. Только если на голову. Здесь у нас какой-то клинический комплекс, насколько я помню. Это я еще с прошлого раза помню, кстати. Что-то в моей пустой голове остается. Читаю надпись, не понимаю. Ладно. Это Толя, который 2 минуты назад говорил, что ну что-то общее в языках-то есть. Такой, я не знаю, что здесь написано. Вообще ни одного слова не понимаю. Даром, что живу в Воеводине, где венгерский второй язык вообще ни о чем не говорит. О, еще старые номера, смотрите. Машина. Не ЕСовские.
Вот такую скульптуру могли поставить где-нибудь в России, потому что эти люди явно почитали Достоевского и впали в уныние, а сыну пересказали. На лице боль. Кто это? Непонятно. Да даже если бы написали, я все бы не прочитал. Дом на набережной, жилой. И тоже вот в этом вот, ну, такой не вычурно модерновый, но модерновый. Рядом такая пристроечка такая, хрущевских времен. И двери. Вот тоже. Вот я такое в субботе наблюдаю сплошь и рядом. Красивая дверь изгажена. Все надо в ремонт, конечно. Все в ремонт. Ну вот прикольно, да? Жилой дом. Просто. Рядом какая-то гостиница советская. Ну и да, он, конечно, так скромный, я говорю, что скромный, но это центр города, блин. И вид на реку. Вид, конечно, не Нева с Дворцовой площади, но пойдет. Пойдет. Вон собор этот выглядывает. Так, там были комары, это что такое? Памятник футбольным бутсам. Вот, ну, ребята, памятник очень хороший. И надписи, да, написали, все, молодцы. Но город туристический, как бы. И в нем не только венгры туристы. Можно как-то, я не знаю, хотя бы на английском. Ну, не хотя бы на английском, а на английском это же прям, по-моему, это обязательно дублировать. 25 лет, я так понимаю, радио какому-то. Я предполагаю. И они типа скамейку выкупили. Здесь то же самое. Как в Центральном парке, что ли, в Нью-Йорке. Типа покупаешь скамейку на свои деньги и лепишь табличку. 25 Эвес радио. Ну, подозреваю, да, что 25-летию какого-то радио. Ну, вы же знаете, если я ошибся, я не горюю и даю титр. Слушайте, ну Европа страдает от жары, реки мелеют, а Тиса, по-моему, как была полноводная, так и осталась. Ну вот машины едут. Ну типа она, если отошла, то вот на такой промежуток, хотя нет, там, видите, это как бы пешеходная зона. Ну, не зона, но понятно, что здесь никакого благоустройства нету, но это явно пешеходная штука, там люди ходят. Вон там мужик какой-то сидит. То есть она, все нормально с ней. Удивительно рядом. Дунай милее, Тиса нет. Вот тут еще люди, которые прочитали Достоевского. Но эти, скорее всего, уже не Достоевского прочитали. Эти прочитали Кафку. Потому что у них не столько страх, сколько обалдение. Что происходит вообще? Или посмотрели Линча. Толя и брутализм. Не могу мимо пройти. Брутализм же это тоже модернизм, считаете? Смотрите, какая, не знаю, хреновина. Больше по-другому это назвать не могу. Это вот больничные комплексы. Это, видимо, какая-то штука, чтобы больных поднимать на каталке. Вот так, видимо. Там, потому что я вижу. Либо это, короче, парковка, либо для больных. Она такая летающая тарелка прям. Нифига себе. Тоже очень избирательный человек. Вот там была пристройка к жилому дому, которую я назвал гостиницей советской. Мне не понравилось. А здесь историческое здание. Вот. И вот такая пристройка в виде головы какой-то постмодернистской. Мне понравилось. Вот. Анатолий, вы уже определитесь, вам шашечки или ехать. Ну, это, кстати, вот я снимал, да, до этого здания. Это здание его брат-близнец. То есть два вот таких здания одинаковых. Вот там еще одно. А посередине вот эта штуковина круглая. Забавно. В комплексе это выглядит, конечно, забавно. Ой, причем там, кстати, можно и ходить. Вон там на самокате чувак едет. И какой-то памятник стоит. Что это у нас? Клиника. Это тоже клиника. Но меня клиника мало интересует. Меня памятник интересует. Это памятник чему? Голове? Он похож на голову, да. Подпер рукой. Вот у него рука. Подпер рукой голову. Видел, парковочка тут же. Довольно, кстати, большая. Побольше, чем для машин. Он туда уходит. Прикольно. Так, что у нас с температурами? О! 35. Ништяк. Ну, я думаю, сегодня до 40 добьем.
Если не здесь, то в Будапеште точно до 40 добьем. При том, что я помню 35 в Питере, когда бывало раз в пятилетку, там сдохнуть можно просто. Там же Питер в низине, вот это все, воздух такой скомканный. Из дома выходишь, просто умираешь. Здесь 35, я иду такой, ба-ба-ба-ба-ба-ба, рассказываю что-то. Мне вообще нормально, только вот СПФом намазался и идешь спокойненько. Или я привык, или оно ощущается по-другому, или и то, и другое. В общем, скорее всего, комплексно здесь. Как любят говорить депутаты, это комплексные меры. Так, ну эта женщина что прочитала или посмотрела? Похоже, фон Триера. Да, здесь уже фон Триер, здесь тяжело. Ладно. Памятник-то где? На гвозде? Он же был здесь. Вон он. Все. Если вы думаете, что это модерн, то вы не ошиблись, это модерн. Потому что мы даже видим дату. 79-й год. Вот этот памятник, который был поставлен в память о наводнении, уничтожившем город. Памятник был торжественно открыт в 1979 году, ровно к столетию со дня наводнения. Скульптор Дьорд Шегежди создал абстрактную композицию из хромированной стали. Форма монумента — это бушующие волны Тисы, которые безжалостно ломают прямые геометрические линии, то есть городскую застройку. Монумент стоит на высоком берегу, именно там, откуда вода угрожала городу, и где сейчас проходят мощные укрепленные стены. Поскольку погибших в ту роковую ночь было сравнительно немного, этот памятник не место скорби в традиционном понимании. Он символизирует слепую ярость стихии, борьбу человека с природой и возрождение города из руин. Не знаю, насколько модерн отражает трагедию и перерождение города как Феникса, но имеет место быть. Во всяком случае, это странно, но красиво. Все-таки красиво. И здесь еще где-то должны быть... Ну, конечно, его изгадили. Ну вот. Родители, почему вы не воспитываете своих детей? Если воспитываете, то очень плохо. Ну, что это такое? Фу, омерзительно. Что еще и саниной пахнет. Да вы совсем охренели. Фу. Конечно же, все снова понятно. Спасибо. Ай. Блин. У меня от Сегеда такие прекрасные ощущения всегда. И сегодня, когда я решил заглянуть под капотом оказался развалившийся дом и зассанный памятник. Вот так вот. Меня, в общем-то, поражает, почему нельзя поставить камеры наблюдения здесь? Скажите, пожалуйста. Почему нельзя поставить камеры наблюдения и отрывать пипирки тем, кто их достает? О, а вот здесь вот те страны, которые помогали восстанавливать город после наводнения. Вот Сербия, я вижу, Португалия, Румыния, Кина, Китай, Япония. Ну, вы сами все видите. Гаити даже помогал. И Уругвай. А вот это, видимо, основные, которые помогали. Австрия, Англия, Бельгия, Дания. Тут, конечно же, ничего не понятно. Ну, впрочем, ничего нового. Ладно, здесь жарища такая, я пойду. Как мем с Гагариным, помните? Ну, как вы там, потомки? Потом идет какая-нибудь картинка, и Гагарин такой грустный. Вот тут то же самое. Ну, как вы там, потомки? Помните историю вашего города? Ну, я промолчу. Ладно, вернемся сейчас туда, вон к этой арке героев, и пойдем к собору. Выплывают расписные стенки Разина челны. Да. Выплывают расписные засранные стены. Тем, кто ругает Сербию за то, что она вот так вот выглядит, посвящается. Европа так выглядит вся, если за ней не следить. Как по мне, тут есть два путя, что называется, как в анекдоте. Есть два путя. Первый — бить по рукам тех, кто такое делает. Это, кстати, какая-то школа. Что это у нас? Гимназия? Что-то такое. Бить по рукам, если видишь. Ну, в смысле, это должны быть камеры, да, и бить по рукам должна полиция, естественно, а не граждане. И второе, тут же это все замазывать, реставрировать. Тут же, просто мгновенно. Иначе, где кинули один стаканчик из-под кофе грязный, да, пустой, там тут же кинут второй. Если вот за этим не следить,
вот за этим, то оно вот так и получается. Один нарисовал, второй пришел на следующий день нарисовал. И никаких тебе денег на ремонт. Обращайтесь, в общем. Я знаю все. Это шутка и ирония, если что. Приходится уточнять. Уточнять приходится не иронично. Почему-то. Ой, вот почему они сине-желтые все. И поезда сине-желтые. Почему такая палитра? Национальный флаг в Венгрии, он не такой. Там вообще другие цвета. Вот странно. В Сербии хотя бы понятно, там красный, белый, синий. Вот и все. И поезда красный, белый, синий. Вернулись, в общем, к этой арке героев. Ну да, я был дебилом, что предполагал, что это Вторая мировая, потому что это явно первая. Ну, похоже, да? Монументальное искусство. Рабочие, колхозницы. Похоже. Ну, а нам вот туда. В галерею славы, назовем это так. Пользуясь случаем, хочется сказать, какие здесь прекрасные светофоры. Очень быстро туда, очень быстро сюда, не стоишь по полчаса. Так, из-за жары у меня камера быстро села. Но, в общем-то, мы почти и закончили. Как я уложился-то, а? В 2 аккумулятора. Удивительно прям по такой жаре. Почему камера села, а я не могу вот сесть? Блуждающий биоробот с каким-то бесконечным запасом энергии. Только кофе подливайте. Так, внутрь. В общем, вот эта вот штука. Вот он. С таким вот гербом. Вот так заходите. Не через центральные ворота, вот они. Помечены, как там велосипед может ехать, все такое. Вот это. Это называется Национальный пантеон. Здесь находится галерея. Вот она. Я уже об этом рассказывал в ролике про путешествие по Европе. Можете посмотреть. Там про транспорт. Было в основном про транспорт, но и про эту галерею тоже чуть-чуть упомянул. В общем, галерея известных венгров. Ну, из известных венгров, в общем-то, я знаю прям наизусть ровно 2. Иштвана, да, святого. Слово Иштван — это вообще слово Иван, русское. Ну, имя, в смысле, Иван. И Ференца Листа. Здорово, мужики. Отдыхаете? Так. Ну, лист где-то вот там, по-моему, был. Чуть подальше. В прошлом своем ролике из прошлого года я говорил, что эта сцена, такое ощущение, что здесь всегда. Прошел год, я приехал, сцена стоит. Так что, скорее всего, да. Так, а лист-то где? А, ну он, наверное, в самом начале. Нет, с конца зашел. Хотя странно, ворота в город это вокзал. По идее, начало там. Здесь он какое старое, аж деревянное. 1300, с другой стороны. 1369 год. Лист. А, ну на голове у Листа сидит голубь, естественно. Лист Ференц, пожалуйста. Там причем сзади Листа эти от голубей. Ну им пофигу. На голову Лист уже не поставишь эти штуки, как восставшему из ада. Вот так вот. Лист с голубем. В общем, ребята, у нас сейчас с вами квест. Мы должны найти бюст Альберта Сент-Дьорди. Вот мы его найдем, и я расскажу, кто это такой. А пока ищем Альберта Сент-Дьорди. Это не он. Это точно не он. Альберт. Где же ты, Альберт? Нет, это не Альберт. И это не Альберт. Это 100% не он. Пантеон был создан в 1930-х годах вместе с самой площадью по проекту архитектора Беллы Рериха. Под сводами установлено более 100 скульптур, бюстов и барельефов. Здесь собраны величайшие венгерские писатели, политики, ученые, художники и военные деятели. Здесь, например, есть бюсты графу Куно Клебельсбергу. Он был министром культуры. Клебельсберг — это человек, благодаря которому вообще появился современный Сегедский университет, площадь Дом и этот самый пантеон. Михай Мункачи — один из самых выдающихся венгерских художников 19 века, чьи картины висят в лучших музеях мира. Вспомните дворец Рейок.
роскошное здание с кувшинками, заказал как раз его племянник Иван Реев. Шандор Петёфи, главный национальный поэт Венгрии и один из руководителей революции 1848 года. Для венгров он значит примерно то же, что Пушкин для русской культуры. Погиб на поле боя совсем молодым, став символом венгерской борьбы за свободу. Ну и абсолютная суперзвезда науки Альберт Сент-Дьорди. Это выдающийся биохимик, который в 1937 году получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Он до сих пор остается единственным венгерским лауреатом, который получил эту премию за исследования, проведенные на территории самой Венгрии, а именно в лабораториях Сегедского университета. Сент-Дьорди первым выделил аскорбиновую кислоту, витамин С, и доказал ее жизненную необходимость для организма, в частности для борьбы с цингой. Сент-Дьорди долго пытался найти сырье, из которого можно было бы добывать аскорбиновую кислоту в больших объемах. Легенда гласит, что однажды жена подарила ему на ужин свежую сегедскую паприку. Ученый забрал перец в лабораторию и выяснил, что паприка — это просто колоссальный концентрат витамина С. Именно из сегедского перца он впервые выделил это вещество в промышленных масштабах. Американский биохимик Чарльз Глен Кинг из университета Питтсбурга занимался ровно тем же самым. Он пытался выделить витамин из лимонного сока. Научная гонка была настолько плотной, что Кинг опубликовал свои результаты о выделении витамина С всего на пару недель раньше, чем Сент-Дьорди заявил о своем открытии в Венгрии. Если бы Сент-Дьорди не обнаружил, что паприка — это природный реактор по производству аскорбиновой кислоты, история пошла бы по другому пути. Во-первых, получив килограмм витамина С из паприки, Сент-Дьорди смог разослать образцы химикам по всему миру. Британский ученый Норман Ховард, получив эту посылку, смог быстро расшифровать структуру молекулы и найти способ ее искусственного синтеза. Американский же ученый Чарльз Глен Кинг смог добыть всего несколько миллиграммов из лимонов, а значит, этот процесс мог затянуться бы на срок от 3 до 5 лет. Во-вторых, благодаря быстрой расшифровке молекулы к концу 30-х годов был налажен массовый промышленный синтез дешевой аскорбиновой кислоты. Во время Второй мировой войны синтетический витамин С тоннами добавляли в пайки солдат по обе стороны фронта, чтобы предотвратить цингу в окопах. Без паприки химическая промышленность могла просто не успеть наладить производство к началу войны. В-третьих, аскорбиновая кислота оказалась гениальным антиоксидантом. Она предотвращает окисление продуктов. Без дешевого синтетического витамина С развитие индустрии консервов, соков и продуктов длительного хранения замедлилось бы на целое десятилетие. Я нашел бюст великого ученого, он был немного загажен голубями. Зато расположен рядом с самой Марией Терезией. Смотрите, какая колонна, да, интересно. Все такие оп. Они, кстати, все разные. Вот что я заметил. Это такая. Это с таким вот выступом вот здесь вот. Видите? На солнце не очень, сейчас надо против солнца. О. Это с такой лесенкой, тоже выступом сбоку. Это вообще вот так вот сложено. Меня терзают смутные логические подозрения, что это какие-то варианты народных венгерских домов здесь представлены. Если я ошибся, то я горевать не буду, а напишу все титром. Но мне кажется, что это типа как вот национальная кладка, вот, когда брусья клали, вот это вот все. Такие дела. А это вот, собственно, наша финальная точка. Их собор. Это действительно шедевр. Причем вот эти вот цвета, конечно, очень сильно перекликаются с синагогой и такая пряничность. И делает, как бы, если город снимать с коптера, делает его таким в едином стиле. Да? Как это сейчас модно говорить? Дизайн-код. Тогда такого понятия не было, тогда было просто понятие эстетики. И вот это эстетика, так эстетика. Тут даже памятник Катыни есть. Катынь, 1940-2010. Обалдеть. И вот тут даже герб Польши внизу.
Идея строительства этого грандиозного храма родилась сразу после наводнения 1879 года. Отцы города дали торжественный обет, отсюда, кстати, и официальное название – Обетная церковь. На месте разрушений возвести новый храм, который будет красивее и масштабнее всего, что было здесь раньше. Возведение собора длилось с 1913 по 1930 год. Работы были прерваны из-за начала Первой мировой войны. Это единственная в Венгрии базилика, построенная в 20 веке, и четвертая по величине церковь в стране. Храм способен вместить до 5000 человек. Площадь дом, на которой стоит собор, имеет площадь ровно 12 тысяч квадратных метров. Это в точности соответствует размеру площади Святого Марка в Венеции. Пришлось немножечко прерывать съемку возле храма, потому что меня накрыло жарой. Сейчас уже плюс 37. В общем, мой совет вам, ребята, ходите в тени и пейте побольше воды. Я 1,5 литра воды выпил, и этого оказалось мало. Меня начало вот так вот шатать от жары. Зашел в кафе, помечу его на моей карте тоже, попить айс-латте. Ну что, затестим. Кстати, да, перешли на трубочки же. Запрещены же теперь пластиковые. О! Ну, в Мадриде бывало и лучше, но тоже хорошо. Такая у меня лампа из головы футуристичная вытарчивает. Кстати, что прикольно, в Сегеде можно прямо идти вот по городу, и очень много таких вот кафешек. Вот это, например, это кафе, где я сижу, там, судя по всему, я почти на 100% уверен, там мама с дочкой его держит. В общем, принесли бутерброд, зацените. Это вот называется бутерброд. Тут у нас и помидорка, и это яйцо пашот, что ли? В общем, какое-то яйцо авокадо. Супер. Что может мужика привести в порядок? Поесть. В общем, сходил вот тут ресторан. Как ресторан? Это семейное кафе, я так понял. Там мама с дочкой, по-моему, владеют. Называется Смит. Смит, короче. Бранч и кофе. Очень советую. Ну что, двигаем в сторону вокзала. Поснимаем еще немножко город. Возможно, я что-нибудь интересное увижу. Ну, в смысле, здесь много чего интересного, но главное, вот сейчас... Почему, кстати, вот они навесили над улицей этот навес, как тень? Почему только над 1/3 улицы? Я 2/3 иду в ужасе просто, что меня сейчас опять накроют духотой, жарой. Это же неправильно. Туристы, которых сразу видно. Какая будочка старая, смотрите. О, видали? Таксофон. Да, он работающий, там горит надпись. Наверняка можно вставить какую-нибудь карту или кинуть какие-нибудь форики. И позвонить. О, господи, наконец-то тень. Ну, как бы тень особо не спасает. Кстати, продолжаем бить рекорды. 37. Сейчас только самое главное, надежда на то, что этот поезд, который поедет в Будапешт, окажется нормальным скоростным поездом с нормальной вентиляцией и кондиционером, а не старинным раздолбанным мусором времен царя Гороха. Трамвайчик, как в Нови Саде и Субботице. Кстати, я почитал тут... О, и на фоне еще трамвайчик. Класс! Я прочитал тут, что, оказывается, трамвай, который стоит в центре Нови Сада, который мы с вами смотрели еще там во втором видео на моем канале, это, оказывается, нифига не трамвай, а автобус. Просто переделанный под трамвай. Вот я не знаю, насколько это слух. В Нови Саде я не был давно. Надо будет, как поеду туда на съемку, обязательно проверить, трамвай это или автобус. Потому что если это переделанный автобус, то это мега психоделично. Вот, а кафе мне, в общем-то, понравилось. Мы там были с Наташей в прошлый раз, когда здесь проезжали мимо Сегеда. Оно такое, немножко пошарпанное, ну, когда вот оно не франшиза, и денег не особо много, как бы, ну, стараешься как-то подужать расходы. Но оно очень уютное, и там на втором этаже фигачил кондей так, что меня сдувало. Спасибо им большое. Это не ирония, реально спасибо за такой кондей. Советую, если вы не хотите прямо там свиные ребра заедать картофелем, поливая все это супом, то вполне себе с кофеечком какой-нибудь бутер с авокадо навернуть самое то. И причем удивительно, что при всей такой семейности и, в общем-то, не ждешь высокой кухни от этого, да?
Мне принесли прям вообще ништяк. Я аж удивился. Так, я уже тут галопом бегу. Хотя мне на автобус, хотел сказать. Хотя мне на поезд не так уж и сильно надо, но я лучше посижу на вокзале, чем буду бродить здесь среди асфальта. Видите, ни одного дерева. Вот там за стеной спрятали все деревья, буржуи. А здесь вот страдание и смерть. Ну, хотя бы тенек. На той стороне улицы, кстати, вы можете заценить, вообще никого нету. Просто потому что вот там сейчас можно яйца пашот реально делать. Все-таки, конечно, Тиса, не обмельчавшая, это прикольно. Так, опять солнце. Что я могу сказать, какие выводы сделать? Началось все за здравие. Я, конечно, на сравнениях с догоняющей Сербией сначала обрадовался, как все прекрасно, а потом, когда чуть-чуть вглубь углубился, вдаль удалился, такой, блин, ну что-то печаль какая-то. И ладно бы это был реально какой-нибудь хрущ, да. Он, конечно, обидно, но не настолько, чем когда ты смотришь на дворец, который просто нафиг разваливается. Сложно такое себе представить в Субботице, хотя там тоже вот как бы такой центр этого сецессиона, но при этом город не богатый, совсем, от слова совсем не богатый. Ну, я такого там себе представить не могу, конечно. Что-то все-таки, ну, хоть как-то, ну, следят. Хотя есть, ну, не разваленные, но такие старые, неухоженные здания, которые требуют за собой ухода еще там лет 20 назад требовали, но не настолько. И это все-таки, блин, дворец. Он так и называется, палата. Да, палата. Где живете в палатах? Это дворец. И это обиднее втройне. Ништяк тут улица. Наверное, стоит по той стороне пойти. Хотя там тоже какая-то жесть какая-то. Ладно, наверное, надо лучше перейти, конечно. Мне кажется, там тенечка будет побольше. Ну, кстати, фамилии, да, погибших. Стоятинов Эмиль. Стоятинов. Что-то вот из наших. Иван. Ну, Иштван — это их Иван. Остальные вроде венгерские имена. Эмиль меня зацепило просто. А этот одинокий так и стоит. Брошенный. Кстати, да, пока я шел без камеры до кафе, такие я видел самокатчиков. Причем почему-то гору их сразу встретил. Один ехал по тротуару, другой ехал по дороге, третий пытался меня сбить. В общем, все хорошо, все стандартно. Везде они ведут себя одинаково. Наверное, это религия самокатная. Вон опять же здание, требующее ремонта, но, скорее всего, весь ремонт будут оплачивать собственники жилья. Ну, да даже не скорее всего, я в этом уверен на 99%. Поэтому оно вот так и выглядит. Он там опять исписанное, грязное. Да, а вот там дальше, вот зеленый дом, там внизу какая-то коммерция. Оптика там внизу. И вот оптика, видите, у них есть деньги на то, чтобы здание содержать. Во всяком случае, внизу. Мне как-то так это видится, потому что вот оптика, вот частники. Оптика нормальная, частники. О, красивый вид отсюда. На эту арку. Надеюсь, ее видно. Вот это красота. Это я понимаю. И, кстати, сделан такой, видите, то ли врубает урбанисты. Сейчас покажу. Здесь трамвайная остановка. Вот. Трамвайчики. И сделан выступ у дороги. Как бы в этом смысла не особо, что прям много, потому что оно все равно огорожено. Но типа водители, видите, притормаживают у пешеходного перехода, потому что дорога сужается. И вот до конца сужения. А там дальше опять двухполосная, вот там вот. Так, по-моему, вокзал, да. Вот там уже можно здесь свернуть. Но тут не так интересно. Хотя там тоже такая арка, видите, под дорогой. Классная.
Сейчас я поближе ее сниму. Вон, видите, машины под ней едут. Классная, прямо в доме. Вот они... Почему они так строили? А почему дом нельзя правее и левее построить? А это не дом, кстати, это... Там же сверху я вижу ЖД пути. Это какая-то штука для железнодорожников. Все равно странное, короче. Типа не мост, а дом на ножках возведем. Забавно. Так, все, идем за водой. Желательно за цистерной воды. Если будет поезд, вот, блин, не дай бог, будут старые вагоны, я сдохну без воды. О, Спар. Очень странный магазин. Маркет Спар. Дверь в него не открывается. А, подождите. Вот, наверное, Киярат и Беярат. Что из этого вход? Киярат или Беярат? Давайте Киярат попробуем. Нет, не работает. А Беярат? Беярат. О! Беярат сработал. Мы нашли, что такое вход. Беярат — это вход. Ненужные комментарии, но, конечно, городу стоило бы немножечко ориентироваться на туристов, особенно возле вокзала. Не повесить слово exit и enter или еще что-нибудь, ну, чтобы было понятно. Почем у нас опиум для народа? О, самое дешевое. Играет Аха. Надеюсь, она мне не испортит. Ну, вот так вот. А, с розовой крышечкой, кстати, по-моему, это газированная. На то. Синий — это не газированная. Должна быть, во всяком случае. Хотя он такое надутое, как будто газированное. Бля, ничего не понятно. И уже даже не интересно. В общем, мое предположение по поводу синей и розовой крышки оказалось просто предположение. Потому что именно с розовой крышкой оказалась обычная вода. А с синей крышкой это газированная. По-моему, было наоборот. И где я вообще это вычитал, эту фигню? В общем, женщина была не очень довольна, что я там бегал за дверями, как клоун. Но что поделать, если я не понимаю, как туда войти. Так, ну, короче, пятый путь. Там ничего нету. Я вижу вот эти вот старинные вагоны, и мне становится страшно просто. Так, пятый, это какой? А, ну да, все, это там. Пойду проверю. А он, кстати, вагон московского метро стоит, который в Субботицу едет. Пятый. Короче, здесь санцепёк дичайший. Можно вот сесть на скамеечку и превратиться в яишенку. Ну, короче, на пятом... А, подождите, это вот на пятом оно стоит? Блин, это я на этом вот говне поеду? Твою мать! 14:44. Да. Ёж твой, блин, дрын. Ну, короче, у меня не осталось приличных слов. Это... А может быть, ты уедешь, поезд? Приедет другой, нормальный. Как определять? Блин, вот я покупаю билет, там вообще ничего не написано. Чё за поезд? Как его? Блин. Это жесть. Ладно, я пойду сюда через минут 10. Я иначе тут помру просто на этом санцепёке, мне уже нехорошо. И от того, что я вижу, мне тоже становится нехорошо. Да это днище. Как можно в 21 веке еще и в такую жару, в 40-градусную? Вот такую консерву пускать. Да вы что, с ума сошли? Ё-моё. Зато на вокзале вот стоит рояль. Можно поиграть на рояле. Но, наверное, нельзя. Скорее всего, это какой-то исторический рояль. Тут вот выставка. Но у меня уже нет сил ее снимать. Но, возможно, я сейчас попью водички и сниму. Прямо внутри вокзала. Естественно, никаких кондиционеров на вокзале не работает. Зачем это надо? В Сербии работает, тут не работает. Так. Это какие-то старинные венгерские железные дороги. Старинные венгерские поезда.
Эльдар Рязанов. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое, потому что все на венгерском. Никакой дополнительной информации на английском нет. Очень довольный усатый дядя. Возможно, какой-то машинист. Или это его коллекция. Я могу только предполагать. Ну, тут фуражки. За стеклом, конечно, ничего не видно. Особо смысла нету. О! Прикольно. Железная дорога. Вот на таком сейчас я поеду. Какой ужас, боже мой. Ну что ж вы над людьми-то издеваетесь? А из нашего окна видны трамваи. И в трамваях есть кондиционер. Вот в такой хрени я поеду. Я такие вагоны видел в старых выпусках Мистера Бина. То есть сколько им лет? Еще до развала СССР такие ходили, мне кажется. Ну, в общем, если я не сдохну, то ролик выйдет. Вернее, если ролик вышел, значит я не сдох. Ладно, едем. Я встал, короче, в коридоре. Сейчас покажу, как это выглядит. Коридор, купешки, да? Такие стеклянные. Ну, как Мистер Бин. Помните серию с носками? В купе находиться невозможно. Здесь не продувается вообще ничего. Обзор поезда от Толика. Здесь вот хотя бы будет дуть. Ну, сейчас вроде двинемся. Тут вообще пипец. Тут просто пакло. Я не знаю, в каком веке я оказался, но я где-то оказался. Решил стать вот здесь. Потому что здесь вон куча окон. Вряд ли я так буду ехать, конечно, всю дорогу, но я жить хочу. И как бы оно все чистенькое, оно отреконструировано. Вопрос в другом. Нахрена в плюс 40 пускать вот такой состав, где человек просто сдохнуть может. О, двинулись. Двинулись пока что не головой. Ветер. В плюс 40 это, кстати, так себе ветер, но хоть какой-то. Ой, жесть. 21 век, блин. Я, может, не прав? Может, это нормально? По-моему, нет. Ладно, увидимся в Будапеште. Всем спасибо, что досмотрели ролик до конца. Если я его выложил, значит, я жив. Вы смотрели канал Рукавешка, канал о путешествиях, истории и культуре. Я поехал. Кукухой. Оно, конечно, дует вот оттуда. И вот оттуда оно тоже дует. Но это как когда вы, знаете, в духовке что-то делаете. 41 градус жары. О, вот это вообще классика жанра. Вдвоем на одном самокате. Я сказал, что улица хорошая, тихая, и тут же полиция что-то делает. Вот так должна выглядеть детская площадка. Так, помидоры 980. Ни хрена они стоят. Толя и туман Джона Карпентера в центре Будапешта.